Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Как часто, преследуемые тяжелым и длительным недугом, мы впадаем в уныние и восклицаем: «За что мне это, Господи?» Но Всевышний безмолвствует, и человек начинает роптать. В духовном плане тело и душа – единый механизм. Болезнь – это посещение Божие, это выражение Его любви ради исцеления нашей души от болезни греха. Бог дает болезни для здоровья души, говорит преподобный Исаак Сирин. Когда-то грех и болезнь были единым целым. В античности, когда медицина только зарождалась, а психиатрии еще не было и речи, никто не проводил границ между аморальным поведением и душевной болезнью. Любую неадекватность считали следствием влияния сверхъестественных сил на разум и душу. Да и сейчас многие обращаются к целителям, экстрасенсам и колдунам, которые уверяют, что на человеке сглаз либо порча. Люди всегда хотели быть счастливыми, а одной из составляющих этого состояния есть здоровье. Но сколько существует человечество, столько оно пытается излечиться от недугов, используя различные способы. Для решения этой задачи человечество не жалеет ни средств, ни времени, пытаясь узнать, в чем кроется причина различных заболеваний. Если человек хочет быть здоровым и не зависеть от официальной медицины, хотя это очень сложно, то человек вынужден прибегнуть к познанию истинных причин своего заболевания, а значит, понять свои деяния, которые вызывают впоследствии в организме ту или иную болезнь. Давайте попытаемся разобраться, почему человек болеет. Мысль материальна и обладает энергией. И если человек рождает зло, как в мыслях, так и в деяниях, то он тем самым внутри себя концентрирует отрицательную энергию, которая, как яд, набрав определенный потенциал, превращается в болезнь. Негативные эмоции, такие как гнев, ненависть, зависть, обида, злоба, все возвращается к человеку обратно, как бумеранг. Воистину получается, что посеешь, то и пожнешь. Энергии зла возвращаются человеку уже в виде болезней. Поэтому любая болезнь того или иного органа или части тела, любое заболевание психики есть не что иное, как присутствие в человеке разрушительной энергии, которую человек сам и создал. Поэтому не надо желать, не посылать никому проклятие, злобу, гнев, потому что мысли и желания возвращаются. Ибо кто их породил, тот их должен преобразовать в благо, пройдя через мучения, страдания и болезни. Как вылечиться, избавиться от болезней? Как надо жить, что делать, чтобы повлиять не только на следствие, но и на причину? Болезни бывают сложными и простыми. Простые – это как сигнал, предупреждение, что человек делает что-то не то. Приведу несколько интересных примеров, откуда возникают некоторые болезни из книги Александра Печенкина «Грехи болезни». Например, гипертония, повышенное артериальное давление. Это страх, волнение, гордыня, агрессия. Все делаю один. Требование того, что у него взяли обратно, создает вокруг себя напряженные ситуации, взвинчивает обстоятельства. Нет расслабленности, переполнение энергетикой сердечного меридиана. Человек подавляет другие человеческие души своими догматичными установками и запретами. Горло. Нарушение функции щитовидной железы. Это гнев, стремление мстить, излишняя или недостаточная эмоциональность. Не лезь ко мне в душу. Любит в коллективе, на собраниях ругать, обвинять, осквернять, унижать кого-то. Плохая по энергетике, 5-я, горловая чакра. Выплеск наружу своей злобы, ненависти, вспыльчивости, агрессивности, выпячивание себя как лидеры и, как следствие, зоб. Сахарный диабет. Кармическое. Влияние сильной энергетики родителей на детей, половая неуверенность в себе. Возможно, в прошлом воплощении медсестра, которая делала уколы в плохом настроении, или, будучи одним из сотрудников детских садов или лагерей, забирал себе сладости, подавлял других, в разговоре любил подкалывать собеседника или кого-то, делал больно другим, словами убивал, уничтожал кого-то.
Желудок. У человека плохое ощущение во рту, запах. Это хитрость, обиды, злоба, жадность иметь все, ожесточение, стяжательство, зависть. Требует законы, а сам не выполняет, не соблюдает. Стремление к власти над окружающими людьми или к независимости, пессимизм, удрученность, забитость, плохое настроение и многое другое. Кариес зубов. Подтачивал материальные устои других людей, чаще всего в семейно-родственных отношениях, зуб нижнего ряда, причиняя назойливую боль, мысленно их уничтожая. А если болит зуб верхнего ряда, человек язвил, делал больно учителям, а как кармическое был начальником и уничтожал положительное начало у своих подчиненных, служащих. Навязчивые состояния. Жадность под праведной маской, занудство. Навязывался с чем-либо, часто пугал кого-то. Сильно чего-то хотел, но не мог это реализовать и получить для своего наслаждения и сильно из-за этого обижался. Пессимист. Насморк. Очищение от мелочной агрессии, когда стыдно. Сексуальные погрешности. Рассказывал похабные анекдоты. Под праведной маской оплевывал кого-то. Мешал, препятствовал в мелочах что-то делать. Холодность проявления нелюбия к окружающим. Отсутствие самолюбия. Грипп. Гнев, злость, зависть, злоба, обманы, раздражительность, ругательство на всех уровнях, стремление подавить кого-то, эгоистичное выпячивание себя из коллектива, стремление мешать и вмешиваться в чужую личную жизнь и многое другое. ОРЗ. Всевозможные греховные деяния, связанные с воспитанием. Озлобленность, агрессивность, недовольство, подавление кого-то, вспыльчивость, крик, ругательство, нажим психический. Облысение, кармическое, как руководитель, министр, директор, учитель. Перекрывал энергетические каналы на интеллектуальном уровне, запрещал что-либо, печать, литература, живопись, телевидение. Как религиозный деятель также ставил запреты другим. Эгоистичность, выпячивание себя, тщеславность, подавление всех тех, кто его окружает, настырный, затирал других, продвигаясь по карьере. Печень. Огорчение, забота, зависть, раздражительность, пессимизм, увеличение своего горя и забот, требует от других порядка, социальная агрессия, борьба с ней, так как общество несовершенно, есть на что проявлять агрессию. Страх, злоба, социальный гнев, стремление к независимости, к власти над окружающей средой. Почки. Ревность, злоба, гнев, желание любви и опеки. Не надо требовать чрезмерности. Страх конечного результата, половое воздержание, подавление в себе озлобленности без Бога, стремление к власти и подавление других. Радикулит. Агрессия на работу либо на семью, как на государственную ячейку. Бросает, не заканчивает начатое дело. Эгоизм, тщеславие, гордыня, безбожие, выпячивание себя, много на себя берет материально и духовно, проявление нелюбия и другие факторы. Сердце. Нелюбие, волнение, страх, чрезмерное веселье, беспричинный смех, бессмысленная речь, пытается доказать свою порядочность, оправдывается, неправильный образ жизни, неправильная жизненная идея, неврозы, пугливость, ревность, боязнь, злоба, раздражительность, гнев, тщеславность, нерасторопность, подавлял, зажимал и многое другое. Язва желудка. Подавление вспыльчивости, гневности на работе, на начальство, внутренняя язвительность, уязвление кого-то чем-то под праведной маской. Как кармическое, возможно, убивал, мешал, запрещал, препятствовал, издевался, то есть греховные деяния в области пищи и сексуальности. Можно перечислять еще много болезней и мучительных недугов, но лучшим лекарством является живая, любвеобильная молитва к Господу Богу Всевышнему. Только в общении с Богом человек обретает его целительные энергии и очищается от грехов. Да поможет вам Бог. Поделитесь в комментариях, что вы думаете по этому поводу, и напишите, причины каких болезней хотелось бы вам узнать. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить самое интересное.
А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!